феврале 1981 года принц Чарльз сделал необычный подарок своей новоиспеченной невесте. Нет, не угадали, речь не о том самом заветном кольце с томным синим сапфиром. Принц Чарльз очень хотел произвести впечатление на скромную, не избалованную на тот момент подношениями девушку. Он пригласил в Виндзорский замок, где в тот момент Диана гостила по приглашению Ее Величества, ювелиров знаменитого дома Гаррард, и попросил их привезти с собой все самые лучшие образцы колец, которые найдутся в их коллекции. После обеда с королевой Чарльз пригласил Диану в гостиную, где 19-летнюю девушку ждал непростой выбор. Более дюжины красивейших колец, каждая из которых была достойна роли помолвочного украшения невесты будущего короля. Но Диана выбрала без колебаний кольцо из 18-каратного золота, с 14 бриллиантами, расположенными вокруг крупного цейлонского сапфира овальной формы. Сапфир был ее самым любимым камнем. Она вообще обожала оттенки синего, что отражалось даже в ее макияже, неизменных синих стрелках вокруг глаз. Впервые она получила кольцо с сапфиром почти за год до помолвки и буквально влюбилась в этот камень. Подарок был тоже от Чарльза. Принцу нравилось пускать пыль в глаза юной девушки. И как тут не впечатлиться, когда тебе 19, и все твое богатство – простая золотая цепочка с подвеской в виде литер «Д» и пары золотых серег. Диана была младшей дочерью графа Спенсера, человека уважаемого, но поиздержавшегося, не без помощи второй жены, мачехи Дианы, а это означало, что алмазов с небес девочке хватать не приходилось. По воспоминаниям Дианы, у нее в шкафу до помолвки висело одно длинное платье, одна шелковая рубашка и одна пара шикарных туфель, вот и все. После помолвки ей и ее матери пришлось срочно искать средства на покупку обновок, дабы девушка могла соответствовать своему новому статусу. Шесть новых платьев, 6 новых пар туфель, невиданная доселе расточительность. Так что, ювелирные подарки Чарльза, которыми он начал баловать будущую жену, были более чем кстати. Невеста принца Уэльского, леди Диана Спенсер, июль 1981 года, незадолго до свадьбы. На руке знаменитое помолвочное кольцо. Любовь Дианы к сапфирам порой не знала границ. Принцесса во время визита в Австралию в 1983 году, в украшениях с сапфирами. В 1981 году еще сам Чарльз верил, что у него получится полюбить девушку, которую ему выбрали, без иллюзий. Этот выбор сделал не сам принц, но он его принял. Подарки – то, что он любил и умел делать лучше всего. И, конечно, помолвочное кольцо было одним из самых щедрых его подношений Диане.
Его стоимость на тот момент была 28 тысяч английских фунтов. В наши дни, с учетом инфляции и прочего, это свыше 110 тысяч. Безусловный фаворит Дианы прошел и через медные трубы, и через огонь ее взрывного темперамента. По воспоминаниям бывшего личного секретаря принца Чарльза, Майкла Колборна, Диана однажды запустила помолвочным кольцом своего мужа во время ссоры. Было это в том же 1981 году, осенью. И навряд ли это был единичный случай за время их долгого и несчастливого брака. В 1992 году Диана, уже официально разъехавшись с Чарльзом, продолжала носить и помолвочное кольцо, и золотые часы, подарок Чарльза на ее 20-летие. Уже с октября 1996 года на правой руке Дианы появилось новое кольцо. Отказ от сапфиров, очевидно, тоже имел символическое значение для бывшей принцессы. Теперь ее фаворитом стал голубой топаз. Рассталась Диана с помолвочным кольцом в сентябре 1996 года. Даже позже официального развода с Чарльзом, указ о расторжении брака между принцем Уэльским и леди Дианой датирован 28 августа 1996 года. До последнего она не хотела снимать его, она напоминала ей счастливое время надежд. Последний раз леди Ди появилась на публике с сапфировым украшением в Итоне, в колледже, где учились ее сыновья, Уильям и Гарри. Было это 5 сентября. Чарльз тоже был там. А уже через несколько дней кольцо исчезло с руки Дианы. По условиям расторжения брака, помолвочное кольцо и еще ряд украшений Диана должна была вернуть королевскому дому. Не такая уж большая жертва, 20 миллионов фунтов, неплохо для бывшей няни, шутила Диана, говоря об отступных, полученных в ходе развода, не считая других привилегий, оставленных ей как матери наследных принцев. Правда, как выяснилось, до королевской сокровищницы сапфировое кольцо так и не успело доехать. Когда Уильям и Гарри приехали в Кенсингтонский дворец после гибели Дианы, им разрешили взять что-то в память о матери из ее коллекции украшений. Принц Уильям выбрал золотые часы, которые его отец подарил тогда еще и своей невесте Диане Спенсер на 20-летие. А 12-летний, на тот момент, Гарри взял то самое помолвочное кольцо. Когда, после 9 лет отношений с Кейт, Уильям все-таки решил сделать ей предложение, младший брат отдал старшему мамино кольцо, и, возможно, этот жест стал решающим. «Так мама смогла быть рядом со мной в этот важный для меня момент», признавался позже Уильям. А для нас это еще и пример невероятно трогательной дружбы между двумя братьями. На официальных фотографиях, сделанных по случаю помолвки молодого принца Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон,
Сапфировое кольцо принцессы Дианы было едва ли не третьим главным героем события. С тех пор уже Кейт не снимает его с пальца, и навряд ли швыряет им в Уильяма, будем надеяться, а миллионы девушек по всему миру жаждут получить копию такого кольца в качестве подарка к свадьбе. К слову, ажиотаж был настолько велик, что в Великобритании, к примеру, в начале 2016 года по просьбе Кенсингтонского дворца был наложен запрет на реплики помолвочного кольца, которое теперь уже принадлежало герцогине Кембриджской. Трудно винить Кейт в том, что ей хочется быть единственной обладательницей кольца Дианы. Фото: Getty Images.